Чтобы сделать этот трюк, вы должны уметь делать индекс бэк, middle back, ring back, pinky back, а также finger pass. Видеоуроки по всем этим трюкам есть на моем канале. Приступим. Первый этап изучения. Учимся делать связку из индекс бэк и пас 1, 2, 2, 3. Сделайте сначала индекс бэк. Когда ручка сделает оборот вокруг указательного пальца и попадет в слот 1, 2, сделайте пас 1, 2, 2, 3. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Второй этап изучения. Добавляем middle back к предыдущей связке. Сделайте связку из индекс бэк и паса. После чего подхватите инерцию от паса и сделайте легким рывком middle back. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Третий этап изучения. Учимся делать связку из middle back и пас 2, 3, 3, 4. Для этого сделайте middle back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг среднего пальца и залетит в слот 2, 3, сделайте пас в слот 3, 4. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Четвертый этап. Учимся соединять предыдущие связки. Для этого сделайте индекс бэк, затем пас 1, 2, 2, 3. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком middle back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг среднего пальца и залетит в слот 2, 3, сделайте пас в слот 3, 4. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Пятый этап изучения. Учимся делать ring back после связки из middle back и пас 2, 3, 3, 4. Для этого сделайте middle back и пас 2, 3, 3, 4. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком ring back. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Шестой этап изучения. Соединяем все предыдущие связки. Для этого сделайте индекс бэк, затем пас 1, 2, 2, 3. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком middle back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг среднего пальца и залетит в слот 2, 3, сделайте пас в слот 3, 4. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком ring back. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Седьмой этап изучения. Учимся ловить ручку в правильную позицию в слоте 3-4. Для этого сделайте ring back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг безымянного пальца и залетит в слот 3-4, совсем немного опустите безымянный палец и слегка поднимите мизинец, как показано на видео. Это нужно для того, чтобы вам было удобнее сделать следующий трюк. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Восьмой этап изучения. Учимся делать pinky back после ring back. Для этого сделайте ring back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг безымянного пальца, попав тем самым в слот 3-4, опустите безымянный палец и поднимите мизинец для удобной позиции выполнения pinky back. И в конце сделайте легким рывком pinky back. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к следующему этапу. Девятый этап изучения. Соединяем предыдущие связки, начиная с middle back. Для этого сделайте middle back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг среднего пальца и залетит в слот 2-3, сделайте пас в слот 3-4. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком ring back. Когда ручка залетит в слот 3-4, сделайте удобную позицию, о которой говорилось раньше. После чего сделайте pinky back. Когда научились делать этот этап 10 раз из 10, переходите к финальному этапу. Десятый этап изучения. Соединяем все связки.
Для этого сделайте индекс бэк, затем пас 1, 2, 2, 3. После чего, подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком middle back. Когда ручка сделает полный оборот вокруг среднего пальца и залетит в слот 2-3, сделайте пас в слот 3-4. После чего, также подхватывая инерцию ручки, сделайте легким рывком ring back. Когда ручка залетит в слот 3-4, сделайте удобную позицию, о которой говорилось раньше. После чего сделайте pinky back. Трюк готов. Важный совет. Каждый раз, когда вы делаете пас, старайтесь ловить ручку немного выше середины. Это нужно для того, чтобы было удобней выполнять back-around, который следует за ним. Трюк непростой. На него у вас может уйти больше времени, чем на изучение трюков из категории Easy и Normal. Но с практикой, терпением и усилием вы освоите этот нереально крутой трюк и сможете удивить своих друзей, родных и окружающих. На этом все. Удачи в изучении!